Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте. Вторая половина ноября в конце каждого года необычное время. Если у вас есть страница в Instagram, если вы умеете делать фотографии на телефон, на фотоаппарат или каким-либо другим способом, то у вас вполне приличный шанс получить что-то вкусненькое с опасной бритвы РФ. Как? Дмитрий вам все объяснит. Всем привет! Интернет-магазин опаснаябритва.рф специально для подписчиков канала Home Light разыгрывает 3 крутых аксессуара для бритья. Для того, чтобы принять участие в этом конкурсе, вам необходимо опубликовать фотографию ваших бритвенных принадлежностей в социальной сети Instagram и сделать подпись «Почему вам нравится классическое бритье». Обязательно используйте хэштег #опаснаябритва.рф. Правильный хэштег вы найдете в подписи к этому видео, как и ссылки на разыгрываемые призы. Победителей будет 3, мы опубликуем их до конца ноября здесь же на канале Home Light. Если у вас есть вопросы по этому конкурсу, обязательно задайте их в комментариях к этому видео. Поставьте лайк и подпишитесь на канал Вадима. Всем удачи! Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье. Сегодня мы не поставим точку в раритетном бритье, пожалуй, это будет жирное многоточие, потому что еще остался один гем, который прислал Урмас, за что ему огромное спасибо, и мы его оставим на потом, на сладкое. Но все же, сегодня будет тот второй балет, который от Сергея, и вот его-то мы и рассмотрим. Плюс немного эксперименталки и поменяем помазок. Вы на крупный план, смотрите, что да как, я начинаю, догоняйте. Вот для затравки, что у нас сегодня есть на обзоре. Итак, что было, что будет. Было. Мы в двух с вами предыдущих видео побрились уже гемом и AutoStrop Wallet. Лично для меня, конечно, несомненный пока перевес это в сторону гема. Он мне очень-очень понравился. Все-таки AutoStrop Wallet, несколько иначе брил и был для меня, чуть более некомфортен, чем я рассчитывал, чем я хотел. Хотя, возможно, тут повлияла и та ошибка, которую я допустила. Сергей ее заметил, что перед употреблением я не до конца защелкнул вот эту вот застежку, и вероятно это еще могло как-то послужить, но пока все равно перевес для меня в сторону гема это однозначно. Сегодня будет еще один AutoStrop Wallet под гордым названием Wallet AutoStrop Model C Kit from Around. Вот. Предположительно он называется так. Ну а еще один гем, который у нас есть от Урмаса, за что ему огромное спасибо, Everready, мы, наверное, все-таки пока уберем в сторонку, потому что эти отправлять надо, эти отправлять не надо. По мазкам сегодня будет работать Симог 610. Все, кому интересно, Симоги выпускают 610, 620, 820, 830. В чем их отличие? 610 и 620 внешне по габаритам не отличается ничем совершенно. Это один и тот же кабан, но в 620 будет покрашено под барсучка. Он там на $1, по-моему, будет еще подороже. 820 и 830 отличаются между собой точно так же. Один будет крашеный, другой не крашеный под барсука. И в чем же отличие 610-х и 600-х от 800-х? Ребят, практически ничем. Только 820-х будет на 5 мм подлиннее узел. И они будут чутка подороже. Вот и все. Сегодня вот этим кабанчиком поработаем. Плюс пара эксперименталок. Все-таки хочу до конца разобраться с мылом. В прошлый раз у меня что-то там не задалось. Я разобрался, в чем была проблема. Помазок нещадно хомячил. Поэтому того обилия пены, на которое я рассчитывал, не получилось. Помазок сожрал все. Сегодня будем работать кабанчиком и посмотрим. Хотя в первый раз, когда я тем же помазком сбивал, пена получилась. Я даже сделал пробный тест по стойкости пены. В течение получаса каждые 5 минут фотографировал и смотрел, как пена изменяется. По стойкости она мне понравилась. Но почему-то второй раз на видео помазок выкинул вот такой вот фортель, сожрал всю пену и, не получилось ничего. Сегодня, чтобы устранить всю эту лабудень, буду работать с кабанчиком и посмотрим, что из этого выйдет. Надеюсь, все-таки вас порадую. И лосьон с нулевым содержанием никотина, но по самые помидоры забиты уходовыми. Когда я говорил про осадок, вот видите, там вот слегка, что-то там видать. Да, согласен с вами, стряхануть, конечно же, не составит труда. Почему с нулевым? Для людей с чувствительной кожей, для людей, кто не любит алкоголь, и просто для людей, которым нравится так водичкой, сполоснулся и пошел. Вот эту штуку хочу и попробовать. Теперь убираем все, смотрим на AutoStrop Wallet.
Да, седая старина. Сергей называет его ласково ушастик. Почему ушастик? Ну, наверное, вот из-за этих вот двух защелок, которые по краям, которые будут помогать фиксировать лезвие. Но давайте обо всем по порядку. Ручка откручивается точно так же, как и на предыдущем. Но на предыдущем была нанесена информация вот здесь вот снизу. Здесь ее нет. Видимо, ну, другая модель, другие правила, другие порядки. Ручка сама по себе небольшая, не маленькая. Насечка, посмотрите, какая интересная. Мне она лично очень нравится. Думаю, что она в работе будет чрезвычайно эффективна за счет того, как она интересно сделана. Посмотрите, накатка, плюс еще вертикальные проточки сверху донизу. Думаю, будет работать хорошо. Сама же голова. Ну, во-первых, та же самая защелка. Посмотрите, тырц. Но это по аналогии с предыдущим станком. Тут нас уже не проведешь, тут мы уже будем во всеоружии. Ну и верхняя, вот такая вот, как это, дощечка, планка, как это есть по-русски, которая будет нам помогать фиксировать лезвие, она откидывается. Внутри у нас куча информации. Я думаю, что это все предназначено, скорее всего, да и хрен его знает, для кого это предназначено, но видно очень слабенько. Цифры вижу, чуть-чуть букв вижу, но я не думаю ничего, вернее, я думаю, что ничего полезного нам эта информация вряд ли бы принесла. Зато вот с этой стороны очень хорошо видно те точечки, вот выемки, видите, здесь вот просто валит, и не вогнутость, а как, ну, отверстие, что ли, но это не отверстие, это просечка. Здесь наружу выходят вот такие вот, как бы, здесь продавили не до конца, просечка здесь, вы ее чувствуете, и именно вот этим местом будет фиксироваться лезвие для того, чтобы оно выставилось именно в ту позицию, как это планируется. Это и плюс, и минус. Плюс – это точное позиционирование лезвия, но только родного лезвия, которое предназначено именно для вуалетов. И если вы захотите поставить что-то другое, эти выточки вам будут мешать, потому что они не будут совпадать с тем, что есть на том лезвии. Плюс, когда вы ставите родное, можно установить только в одном положении. Если вы вдруг вот так вот перевернете, оно у вас уже может и не встать. Ну и здесь вот все потрошка, посмотрите, как есть. Для того, чтобы ставить лезвие, раздвигаем ушки, достаем лезвие. Посмотрите, как оно интересно сделано. Вот эти боковые будут нам помогать фиксировать лезвие, но те выступы, про которые я вам показал, они будут именно вот в этой части играть. Давайте попробуем, как у нас тут есть правильно. Так, стало? Ну вот смотрите, видите, да? Вот теперь нам все, что осталось, это вот так вот просто защелкнуть. А теперь, доверяй, но проверяй, берем и переворачиваем. Тут. Ну, собственно, то, что я и говорил, видите, то есть по-испански, а хрен-то там, не получится, оно не заходит нигде ничего, хотя если его перевернем обратно, вот, оно садится как родное. Вот эти вот боковые, которые тоже должны служить для фиксации, они, вон, видите, там легкие выпуклости такие есть, вот они туда зашли, все, что нам осталось, это задвинуть наши ухи, ну, в смысле уши. Теперь закрываем. Теперь берем вот эту прищепку и так вот приводим его в боевое положение. Сергей, смотри, отвел до конца. Ну, собственно, все. Вот у нас вся красота и получилась. Теперь это у нас вот здесь вот зафиксировано. Поднять не можем. Но если мы отпустим, оно снова начнет вот так култыхаться. Чего нам, естественно, не надо. Приводим в боевое положение опять. И все, эта красота у нас готова. Да. Вот смотрите. Какой вылет, какой гап. Интересно. Что это мне подсказывает, что это будет чуть-чуть поинтереснее, чем предыдущий. Но загадывать не будем, посмотрим. Вот. Все, пошли бриться. В прошлый раз я, когда испытывал вот этого красавца,
произошла не совсем понятная для меня история. Дело в том, что как только первый раз я сбивал на нем пену этим же мылом, все было прекрасно, все было хорошо. Но когда стал работать на камеру, куда-то вся пена подевалась. И я так и не понял, куда. В промежутках между бритьем я пробовал работать другими барсуками, там все нормально, там все хорошо. А этот как хомячил, так и продолжает хомячить. Поэтому, чтобы как-то восстановить статус-кво, я сейчас вот взял кабанчика вкусненького, хорошего, который выручал уже не раз. И так вот, сейчас и попробуем посмотреть, что у нас тут получается. Ну, что-то пока так особого какого-то взрыва пены-то я не вижу. По объему мыла, там я взял где-то 3 грамма примерно. Для того, чтобы нормально взбить для бритья пену, 2 грамм в принципе-то достаточно, что и подтвердил тот самый первый раз, когда я работал именно с этим мылом. Что происходит сейчас, я, честно сказать, не очень-то понимаю. Но это мне не нравится. Вот смотрите, уже все мыло смылил практически, вон пятачок остался. А пены как не было, так и нет. Есть какая-то крупнозернистая, водянистая эмульсия субстанция, которая пока не очень-то хочет превращаться в пену. Так, ну вот. Мыло в середине кончилось совсем. Это значит, все 3 грамма мы уже забабашили. Да что ты. Так, ребята, делаю ход конем. Сейчас заброшу туда еще кусок мыла. Вот примерно вот такой. И попробуем на эти же дрожжи что-то получше стало, что-то стало появляться. Но я бы не сказал, что это предел мечтаний. Так, оно стало колтыхаться. Сейчас я его размажу еще раз, чтобы оно перестало бегать по чаше. Воду явно выработали уже влагу. Ну, сухостой, смотрите, пошел. Ну, ситуация, несомненно, конечно же, исправилась, но только путем добавления еще одного точно такого же куска мыла. Мне это не нравится. Я бы не хотел, чтобы мы выпускали такое мыло, поэтому по этой позиции, конечно же, мыло не прошло. По крайней мере, для меня сейчас, в эту минуту. Посмотрим, как оно будет брить. Так, ну, чуть-чуть давайте еще маленько водички добавим. Вот так. Самое удивительное для меня, и что я не могу объяснить, это то, что те же самые 2 грамма, первый раз, когда я сбивал барсуком вот этим вот, они бухнули так, что это позволило мне сделать фотографии на протяжении получаса. И там с пеной было все в порядке, все хорошо. Почему сейчас вот это происходит, я не могу себе объяснить. Для меня это непонятно. То есть первый раз нормально, второй, третий, четвертый засада, и вот сейчас вот 5-й раз. Ну, да, несомненно, пена есть, но, ну, посмотрите, хорошая пена. Но с таким трудом и с таким объемом мыла
Ну, смотрите, усики такие нормальные, хорошие появились. Я считаю, что пора остановиться, достаточно. И давайте вот это для бритья и оставим. Стоять. Ну вот, полкилограмма пены потерял. Ну вот сейчас пена более-менее нормальная. Что-то у меня какое-то такое предчувствие, что на лице это получилось бы все гораздо интереснее и быстрее. Ну, как есть, так есть. Сейчас на АТГ, по-моему, в Америке 2 набора фулл-сетов старта проходят испытания. Одно по западному побережью, другое по восточному. И один из этих ребят, Дэйв, свои обзоры не только размещает на форуме, но и делает еще видео. Так я у него там одну интересную штуку посмотрел. Он как-то после того, как вот пену нанес, он губы от пены освобождает как-то интересно. Я такой первый раз увидел. Ну не мой способ. Не то пальто совершенно. Ну вот так вот надежнее и проще. Ну что, красавчик, покажи, что могешь. Так, все захлопнуто, все поставлено, все функционирует. Поехали. Ну, интересно. Странно. Лезвие канолевое, а такое ощущение, что оно как бы вгрылось в щетину, чуть-чуть подзастряло. Физер? Странно. Если бы я сейчас в руках держал опасную бритву, 100% все хором бы закричали: она не точена, там иди на ремень, да. Ну вот, наверное, такая мысль была. Здесь-то как? Новое канолевое лезвие. Первый проход есть. И сейчас я ничего не брал, прям с помазка. Ну, с помазка, как видите, тут не дюже богато. Возьму-ка еще. Плотности не хватает, вижу. Это несмотря на все те усилия, которые я приложил, плотности все же не хватает. По ощущениям.
Промывается элементарно просто, ручка цепкая, да, несколько чуть-чуть маловато, но привыкаешь быстро. Чуть-чуть подсела, видите, да? Коснул маленько, здесь тоже. Ну и все, и пожалуй, что еще и третий проход. Мыло в чаше. Ну то, что я брал, то оно так и осталось. Визуально вроде бы нет, не осело. Но сейчас, когда наносил, такое ощущение, что ну, как-то его меньше, что ли, стало. Еще раз маленькой воды. И, пожалуй, последнее заберу. Видите? Странно. Пощипывает кожу. Чуть-чуть, хотя ментола нет. Бывало, что бы это могло значить? Какая-то частная индивидуальная непереносимость или что это? Не жжение, а вот именно, знаете, так чуть-чуть, еле пощипывание. Но вот сейчас в таком состоянии, вот оно на лице-то мне в принципе нравится. Сейчас посмотрим, как оно в таком состоянии долго продержится. Ну вот, пожалуй, что и все. Непробривы, да, есть в достаточно многих местах, но шкваркаться больше не хочу, потому что в бритье, ну, сейчас за это в заключительном слове расскажу. Но сейчас компресс, автошейф и заключительное слово. По итогу чаша пустая. Ну а что у нас осталось по мазке? Ну, пшик да маленько осталось, и, ну, честно сказать, грустно. Грустно. Это не то мыло, которое мне сегодня как-то так, знаете, душа нараспашку. По поводу запаха и поскольжения. Поскольжение нормально есть, а вот запах изначально из коробки такой интересный.
Но во время бритья он пропал у меня, почему-то чуть-чуть разбавился. Что будет дальше, посмотрим. Ну все, компресс и автошейв. Хорошо. Ну хорошо после компресса. Вот бритье, ребята, бритье что-то маленечко как-то это на миноре. Не могу понять, с чем это связано. Может быть, из-за мыла, что непонятная ситуация. Первый раз сбилась нормально, а все последующие просто в отказ и все. Нет, не буду сбиваться, уйди, морда, ты мне противен, что-то типа такого. Ну, странно. И для меня, во всяком случае. То ли из-за тех ощущений, которые подарил этот валет. Но сейчас безалкогольный. С заявкой. Что мне не нравится в безалкогольных автошейвах? В первую очередь то, что большинство из них сделаны на, скажем так, на вытяжках. И бум-бум-бум-бум-бум. Ой-ой-ой. Ух ты. Ой, какое. Прям древесно-шоколадно-макачиновое что-то, знаете. Хотя кофейного здесь вообще нет ничего. Не могу понять. Алкоголя здесь тоже нет, но оно чуть-чуть пощипывает квасцы. Что там такое может быть? Как интересно. Ну, скажем так, уходовые я тоже чую, потому что они прям вот они растекаются, бегают так, и все вот такое вот что-то, прям пленочка-то она есть. Не пленка, не противная, липкая какая-то, пумс, отлепился. Нет, ты когда раскатываешь, ты ее пальцами чувствуешь. Сейчас самое главное для меня, если эта пленка разойдется, высохнет, я ее чувствовать не буду, и после того, как она исчезнет, как будто ее и не было, взамен она должна оставить бархатистую, нежную, такую молодую кудри по ветру назад кожу, вот такую. Если так будет, значит добрямс. Если нет, если останется липкость, если какая-то такая недосказанность будет, вот это тогда плохо. Это тогда не есть гуд. Уже высыхает. Посмотрим. А что ж все-таки щипало-то, раз безалкогольное? Ну, квасы, стопудово квасы. Пока нравится запах. Запах, пожалуй, наверное, лучший из всех безалкогольных, которые я когда-либо попробовал. И очень интригующий. Интересно, что туда напихали, потому что чем больше алкоголя, тем проще с запахами работать, потому что они выступают в роли консерванта, а здесь алкоголя вообще нет совсем. И вот тут и наступает ювелирная работа, как это все складывать, сложить в такую красивую кучу, чтобы она вся из себя была такая и не рассыпалась при первом. Так, ой, извините. Вот уже все, уже высыхание пошло, уже супер. 5 минут сейчас в сторону убираем. Помазок. Да, собственно, за этот помазок говорено 100-500 раз. И та линейка, которую Симок предлагает, это 610, 630 и потом 820, 830, по-моему. 610, 620, 810 и 830. По сути, это есть одно и то же изделие. Только в зависимости от номера у вас будет или не крашеный, или крашеный под барсука узел. И в зависимости от номера у вас будет или такой узел, или на 5 мм подлиннее. Все остальное, как оно есть, так и было. Ну, а кроме ценника, конечно. Если вы берете крашеный, то он будет слегонца подороже. Если вы берете на 5 мм длиннее и крашеный в том числе, это будет еще слегонца подороже. Ну, а так во всех остальных случаях это тот же самый кабанчик, который давным-давно уже на рынке, который себя зарекомендовал только с лучшей стороны. Если у вас вдруг есть какие-то такие вот желания, а вот не пойти ли мне какой-то средней плотности такой кабанчик найти, не такой, который мне будет мозг насквозь прошибать и вылетать с пулей дум-дум с той стороны, а такой нормальный, взвешенный. Ну, многие обращаются в эту сторону. Спокер. Еще один кабан, который мог бы претендовать на такую роль средневзвешенного, но, к сожалению, не только я, но и многие из наших подписчиков могут сказать, что Спокер что-то в качестве приуныл.
Он и лезет, он и сыпется, и он вот такой вот весь из себя. Хотя и стоит 3 копейки, 400-450 рублей. Но за 150 рублей на сегодняшний день можно взять что-то, что будет гораздо интереснее, чем тот спокер, который за 400. Так что вот этот кабан, вот этот вот, это хороший кабан. Симоги молодцы, молодцы ребята. Ну все высохло. Все высохло. Запах средней интенсивности. Думаю, что где-то в пределах, может быть, 20-30 сантиметров максимум, далеко уходить не будет. Пользоваться своим парфюмом. Ну да, но не сразу. Через какое-то время, ну хотя бы через полчасика, час. Я предполагаю, точно не знаю. Это я потом вот буду монтировать, скажу вам точно. Пока 5. Ну посмотрим. Мыло. По мылу вопросов больше, чем ответов. Первый раз, как только получил из упаковки, первый раз, как только взял этот помазок, по сути, я делал замыв пробный, чтобы пеной смыть все то, что там было на нем. И все нормально, все хорошо. И даже фоток нащелкал, как я там вот это вот облако набабашил, и как оно полчаса держится. Следующая проба в видео в предыдущем не дала ничего хорошего, потому что пена категорически отказалась появляться. Но после того, как я после видео взял другого кабана, вот этого вот, барсука, прошу прощения, сразу все нормально, сразу все хорошо. И сейчас вот смотрите, то, что было уже с кабанчиком. То есть первая пипетка на 3 грамма толку никакого не дала. Когда перешли на вторую, добавили еще мыло, но что-то там получилось. И то как-то нехотя, через губу, типа, ну что ты пристал, вот у меня сейчас критические дни, что ты ко мне ломишься? Ну отвали, зайди через недельку, что-то такое. А мне сейчас надо, я сейчас бреюсь, меня люди сейчас смотрят, у меня уже камера включилась. Ну вот так вот и вышло. Хотя во время бритья в принципе-то все было нормально, но легкая подозра на то, что оно чуть-чуть подсаживалось, было, но с поскольжением тоже все было хорошо. Так что тут больше вопросов, чем ответов, и естественно такие продукты в серию не пойдут. Это однозначно. Ну а сам Валет, цвет его, какой он там по батюшке, англичаковец или как он, Гем. Гема он не победил. Вот как он брил, им надо учиться, наверное, или шибко его любить, чтобы дать ему время. Но вот если бы, допустим, вот у меня был такой станок, ну я бы максимум пару шансов бы ему дал, но второй раз я бы даже бриться им не стал. Ну неинтересно, понимаете? Не в том смысле, что он какой-то плохой, не в том смысле, что он как-то так не так бреет, но вот знаете, вот даже сам конструктив, вот я вот когда веду по лицу, я прекрасно знаю, я прекрасно понимаю, что вот здесь вот чуть-чуть жим-жим, здесь вот чуть-чуть вот край, здесь вот чуть-чуть это, а здесь чуть-чуть то. И если вот так, то вот так, а если так, то как бы ну его на, а здесь нужно это, а здесь нужно то. Зачем мне все это? С гемом у меня этого не было. С гемом у меня сразу лемур, тужур, абажур, и все, рука об руку, там, по пивасику, и все нормально, все хорошо. А здесь для чего? Для того, чтобы ему дать шанс для меня. Но если я с первого раза понял, что мое сердце для него закрыто, ну что, не хочешь, не мучай и отпусти его, кому-то другому он понравится. Вот такое было у меня в голове. Ну а по факту, может быть, это как-то и в действиях моих отразилось, потому что уже брился так спустя рукава, уже брился так на отвались, и по факту не пробивов тут ёперный театр сколько. Опять же, вот поставив вот эти вот физеровские лезвия, ну тут он тырц у меня вперся, ну да, седая, ну да, пустотелая жесткая щетина, понятно, сенокос, сухостой, трудно брить, но что, с гемом-то этого не было, там все нормально, а здесь было. И вот такие вот мелкие затыки, вот они практически на каждом повороте. Плюс я вот сейчас вот сам для себя начинаю уже, ну не то чтобы к ушам притягивать, но с лезвиями здесь тоже надо как-то особо заморочиться. А с гемом нет, не надо. Найди доброго, хорошего, умного товарища, который с гемами дружит уже давно, и по секрету спроси у него, там, а вот какие товарищи умные лезвия ты можешь посоветовать для этого гема. И умный товарищ тебе скажет, он жлобиться не станет. Не найдете такого товарища, придите, отмотайте 2 видео назад, посмотрите. Там умный товарищ уже сказал, не я, Сергей, который мне все это дал. И все, эти лезвия достать элементарно просто, геморроя вообще никакого нет. Гем, ребята. Возможно, я где-то был чуточку несправедлив, возможно, где-то я что-то там за уши притянул. Но что первый валит, что второй,
они изменили ситуацию. Гем для меня в любом случае занимает пальму первенства, и он интереснее, нежели эти два. В этих все время что-то было, знаете, как хождение на грани. Как вот чуть-чуть и тебе кирдык, чуть-чуть и еще что-то, чуть-чуть и хотя не давил ни там, ни там, ни там, ни там. К этому быстро привыкаешь. Что больше гунди, что вот как тяжело. Не гунди, просто начинай бриться и все. И сам не заметишь, как будешь просто не давить, не давить, не давить. Это нормально. Но факт остается облицо. Гем number one for this list. В этом списке он номер 1. Не победила. Но это не отменяет того, что я хочу сказать спасибо Сергею за то, что он дал возможность потрогать это, пощупать. И уже, наверное, завтра я все это упакую и отправлю ему вместе со своими подарунками. И мне будет очень интересно послушать, что он скажет о том, что он там еще найдет. Ну а так, все, вроде бы и побрились, чуть-чуть потрогали седую старину. Тот гем, который от Урмаса, тот гем, который я очень-очень хочу, и тот гем, за который говорят, что вот этот Ever Ready, он будет еще мягче, чем вот этот, еще деликатней. Ой, как интересно, ой, как хочется. Но дофига чего интересно, дофига чего хочется. Это и клинковые, это и шаветки, несомненно. И сейчас вот и дофига чего будет. Поэтому буду выкраивать, ребята, буду выкраивать, буду стараться. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и что, до новых встреч. Пока-пока. Подписывайтесь на канал.